Так, друзья, всем привет! Ну что, настала пора протестировать масла для лодочных моторов. В данном выпуске будет первая часть. Мы протестируем масла Лукойл, Газпромнефть, Люкс и Роснефть. В данном тесте масла я буду тестировать на нагар, на выхлоп, на дымность. Также попробую на вкус и на запах. Для ускорения процесса смесь буду мешать 1 к 25, чтобы было лучше, можно было уловить разницу лучше по дыму, по запаху и сильнее уловить разницу по нагару. Все, смотрим, не переключаемся. Также, друзья, напоминаю, для всех тех, кто хочет купить лодочку «Флагман», от компании «Флагман» и от меня, всем зрителям канала скидка 10%. Пишите мне на почту, также в контактах будет телефон. Масла, которые у нас сегодня будут в первой части теста. Лукойл Moto 2T. Универсальное масло для двухтактных двигателей. Давайте посмотрим, что у нас сзади. Масло минеральное. Многие на нем ходят. Сейчас я буду его пробовать. Люкс Супер. Написано полусинтетическое масло. Масло тоже дешевое. Вот мы видим этикетку. Так, следующий претендент. Газпром Moto 2T. Тоже универсальное масло, но однако на нем нарисована лодка. Масло, естественно, не TCW3, а обыкновенное минеральное масло. Так, и последний претендент. Роснефть. Тоже минеральное масло. Эти масла самые дешевые универсальные масла для двухтактных двигателей. Сейчас мы посмотрим, что эти масла покажут на лодочном моторе Tohatsu 9.8. Для теста масел буду использовать лодку «Флагман» ДК 390 игла и лодочный мотор Tohatsu 9.8. Для накачки буду использовать вот такой насос Bravo BTP 12 Digital. Также хочу обрадовать своих зрителей, что через меня вы можете приобрести насосы Bravo от компании Badger и другие товары на сайте Bravo со скидкой от 10% в зависимости от товара. Компания Badger является официальным дистрибьютором насосов Bravo, поэтому на насосы действует официальная гарантия. Через меня данные насосы вы можете приобрести со скидкой. Все актуальные цены можно посмотреть на сайте компании Badger, Badger.ru. И также от этой цены на сайте можно отнять сумму скидки. Пишите мне на электронную почту, либо для связи есть телефон. Так, вот такой прекрасный насосик. Мне этот насос очень нравится. Очень удобно то, что есть экран. И можно видеть, какое давление, как давление поднимается в процессе накачки. Он двухступенчатый, в нем есть турбина и компрессор. При достижении определенного давления насос отключается. Вот я сейчас тут настрою. Дно я обычно качаю 350, баллоны 250. Сейчас сначала давайте баллоны накачаем. Вот, настроили 250, нажимаем старт. И все. А дальше насос отключится, когда накачает. Так, мы видим давление 250 миллибар, и насосик выключился. Первое масло, которое у нас пойдет. Давайте смотреть, какое у нас здесь масло. Так, какое же мы возьмем сейчас первое? Так, давайте начнем со всеми горячо любимого Лукойла. Вот такая вот канистрочка. Открываем масло. Открываю при вас. Ах, давайте посмотрим, что там внутри. Так, пломбочка. Сейчас я маслице. Так, понюхаем запах. Масло вообще ничем не пахнет. Вообще ничем. Попробуем на вкус. Как подсолнечное масло. Вообще безвкусное. Так, масло не подкрашено. Сейчас мы посмотрим. Нам нужно набрать 100 миллилитров. Вот мы видим 100 миллилитров. Масло практически без запаха, практически ничем не пахнет. Все для зрителей канала. И безвкусное.
Так что рыба, я думаю, не отравится. Вообще норм. Руби. Так, мы видим масло Лукойл. Оно такое достаточно прозрачное. Плескаем его в бак. Смотрите, как шприц прекрасно заходит. Минус то, что смесь будет не подкрашена, будет непонятно. Так, каждый раз одеваем новую свечку. Вот я буду использовать вот такие вот свечки Бриск. Данные свечки я купил в компании Zip Marine. Вот видим, эта свеча специально для Тохатсу. Она имеет более длинный, более высокий изолятор. Соответственно, на Ямаху такую свечку ставить нельзя. Вот. Данная свечка аналог НЖК. Подходит на лодочные моторы Тохатсу. Ставим новую свечу для того, чтобы понять, насколько сильно данное масло будет забивать свечку. Понятно, что там за каких-то там 1,5-2 часа катания сильно свечка не завьется, но однако для сравнения каждый раз будем ставить новую свечу. Сейчас будем менять свечу. Прямо на воде. Никогда в жизни этого не делал. Но свечек у меня запасных тут свечек целый вагон, поэтому прямо сейчас здесь поменяем свечку. Ох, блин. Одной рукой, конечно. О! Да нет, получается, в принципе. Так, ладно, сейчас камеру придется положить. А то... Так, вот этот мотор катался... На каких только маслах не катался. Давайте посмотрим, какая свечка сейчас. Так, вот свеча. Этот мотор катался в основном на Ямалюбе. Вот сейчас я шел на Маноле. Вот на Ямалюбе двойке вот такая примерно свеча. Сейчас посмотрим, что будет у нас на Лукойле 2T универсальном масле. Так, ставим новую свечку. И потом посмотрим, что у нас получится. Так, сначала закручиваем руками, а потом дожимаем где-то четверть оборота примерно. Сильно закручивать очень не надо, чтобы можно сорвать резьбу в алюминиевой башке. Примерно, ну, на четверть оборота примерно. Вот, я думаю, достаточно. Ну что, масло Лукойл. Давайте пробовать заводить и посмотрим, как мотор будет работать. Мотор работает достаточно ровно, ну как Тохатсу так вот дребезжит, как обычно Тохатсу дребезжит. Вот так вот работает. Вот дыма нет вообще. На удивление. Такой, даже мне кажется, что дымит значительно меньше, чем Ямалюб двойка. Вообще дыма нет. Давайте сейчас пройдемся троллингом и посмотрим, будет ли вонять. Так, сейчас потарахтим. Потарахтим на холостых. Подождем, пока свечка начнет забиваться. Имитируем режим троллинга. Появляется дымок. Пошел дымочек. О! Нормально пошел дымить. Вот смотрим дым. Но запаха сильного нет. То есть дымит, но выхлоп особо не пахнет. Прям вони сильной нету на выхлопе. Скорость 29-30. Мотор работает неплохо. Вони сильной нету. В принципе, сейчас попробуем потроллить. Заканчиваем тест
масло Лукойл. В целом масло понравилось, масло хорошее. Даже масло дымит даже меньше, чем Ямалюб двойка, которую я все время катал. На троллинге подымливает, но запах не сильный. В принципе, масло хорошее. Вот если брать по параметрам дым, запах и работа на холостых оборотах, масло на твердую четверку. То есть, если честно, вот это масло даже лучше по субъективным ощущениям, чем Ямалюб двойка. Да, дымок идет, но запах выхлопа совсем не вонючий. Так как масло не TCW3, вот на воде присутствует небольшая масляная пленка, потому что масло не биоразлагаемое. Это, конечно, минус для экологии. Так, масло Лукойл, я его докатал, бензин. Давайте посмотрим, что у нас получится со свечкой. Так, самое интересное, новая свечка. Смотрите, масло Лукойл. Свечка практически чистая. Вообще чистая свечка. Свеча Бриск сделана в Чехии. Данные свечи я купил в магазине Zip Marine. По моей ссылке скидка будет 10%. Вот такая вот свечка для лодочного мотора Тахатсу с удлиненным изолятором. Так, для следующего масла одеваем новую свечу. Свеча Бриск, аналог НЖК. Сейчас НЖК паленых много. Вот данные свечи отлично подходят для лодочного мотора. Так, давайте сейчас оденем, затянем на четверть оборота. Сейчас до упора. И даем четверть оборота. Отлично. Так, ну что, Лукойл мы протестировали. Следующее маслице. Давайте посмотрим, какое мы возьмем следующее. Так, следующее масло я взял вот такой вот люкс супер. Такое вот масло. Так, давайте я его сейчас открою и посмотрим, что там внутри. О, так, пломбы нету. Пахнет не очень. Каким-то растворителем или какой-то херней. Лукойл вообще не пах. Не. Сейчас мы попробуем. Ну, по вкусу так себе. Язык не щиплет. Но пахнет каким-то скипидаром или растворителем. Все. Ну ладно, давайте заливаем. Так, давайте наберем 100 миллилитров. Получилось 100 миллилитров. Масло такое синее, оно какое-то такое немножко мутноватое. Похоже на какую-то синюю отработку. Вот, ну, сейчас мы посмотрим, как оно будет в деле. Так, открываем бензобак и плюхаем. Так, масло люкс супер. Вот я практически все искатал, все 5 литров. Давайте посмотрим, как оно работает на холостых в режиме троллингового хода. Пусть мотор сейчас поработает, а потом мы посмотрим. В принципе, запах, конечно, присутствует. Дымит прилично на самом деле. Лукойл, мне кажется, даже меньше дымил. О, какой вы нам дымовал. Не, Лукойл. Так, ну что, по люксу супер.
Такое впечатление, что, конечно, дыма больше, чем на Лукойле, но мне так показалось. Вот, но запах такой, запах не такой, не противный, но дымит хорошо. Так, сейчас посмотрим, какая будет свеча на масле Люкс Супер. Так, давайте посмотрим свечку. Что-то самому интересно, что ж там с ней. Так, ну, скажу так, свечка более черная, чем на Лукойле. Я потом все свечки сравню одновременно. Свечка немножечко почернее, электрод особенно. Изолятор сам по себе вроде ничего, но электрод почернее будет. А для следующего масла вкручиваем новую свечку. Уже третья свеча пошла. Так, и дотягиваем четверть оборота. Следующий претендент — масло Газпром Мото 2Т. Видим, масло тоже универсальное, однако здесь нарисована лодочка. Сейчас мы посмотрим, что оно из себя представляет. Очень интересно. Так, масло так же, как и Лукойл, имеет защитную пломбу. Масло Люкс было без защитной пломбы. Газпром. Сейчас давайте. Так, запах. Ой-ой-ой. Бляха, муха. Устал я. Так, давайте я понюхаю маслице. Запах очень похож. Очень похож на Люкс, но немножко другое. Так, давайте попробую на вкус. Чуть-чуть попробую. На вкус похоже тоже на Люкс. Так, масло красненькое. Давайте сейчас наберем 100 миллилитров. О! Нажрался масла сегодня уже. Так, ну вот, 100 миллилитров. Масло красное. Ну что, масло Газпромнефть. Давайте посмотрим. Заведем моторчик. Посмотрим, как он заведется. Это уже третий претендент. И дергаем. Подсосик убираем. И дергаем еще раз. Так, ну вот этот дым не смотрим. Этот дым от старого масла. Так, масло Газпром. Мы видим, дым приличный. Ну, запах примерно такой же, как и на Лукойле. Мы видим, от Газпрома также появляются масляные пятна, потому что масло не биоразлагаемое. Дым достаточно сильный, но по ощущению дыма немножечко поменьше, чем на Люксе. Дыма немножко поменьше. Люкс дымит посильнее. Моторчик потарахтел на холостых. Давайте посмотрим прогазовку. Дым, я не могу сказать, что дым сильно воняет. Так, ну что можно сказать? Вот я сейчас немножко покатался на масле Газпром. Мотор работает достаточно стабильно, да, дым присутствует, но дым не вонючий. Вот это надо признать. Вони как таковой нету. Мотор работает стабильно, в принципе, троллить на таком масле можно без проблем. Так, масло Газпромнефть. Давайте посмотрим, как мотор будет работать. В принципе, достаточно мягко работает.
все вот эти масла Газпром, Лукойл и Люкс супер. Они плюс-минус одинаковые. Мне показалось, что Люкс чуть-чуть сильнее дымит. И дым у Люкса чуть-чуть более запах имеет сильный. У Лукойла, на удивление, вообще запаха практически нету у дыма. Вот. У Газпром примерно то же самое. Я даже сейчас не могу выделить какого-то лидера у этих масел. То есть, в принципе, эти масла очень-очень-очень-очень похожи. Вот. Сейчас потом посмотрим, что покажет свечка по нагару. Больше всего, если честно, мне понравился Лукойл. Вот. Однако сейчас мы потом еще сравним свечки, потому что по свечам будет уже более понятно. И Лукойл, кстати, Лукойл сам по себе вообще не пахнет. На вкус Лукойл тоже вообще безвкусный. Самый вонючий и самый противный на вкус это Люкс, супер. А Газпром такой, он получается средненький. Вот я закончил тест масла Газпром нефть. В принципе, масло неплохое. Даже на смеси 1,25 оно дымит. Ну, дымит, конечно, да, но запах, в принципе, такой вполне себе терпимый. На смеси 1,50 вообще будет шикарно. А если делать смесь для троллинга 1 там, к 60, 1 к 70, вообще будет отлично. То есть масло хорошее. Сейчас мы сравним, посмотрим, что у нас будет со свечкой. Смотрим, что у нас будет со свечой. Кстати, свечка на Газпроме получается вообще самая чистая. А следующая маслица, которую мы будем тестировать, Газпром Мото 2Т. Вот такой вот маслице. Смесь также разведу пожирнее 1,25, чтобы было лучше видно запах, дым и нагар. Так, одеваем новую свечку. Свечки Бриск. Чешские свечки. Мне очень нравятся. Свечки недорогие, отличная замена оригинальным свечкам или НЖК. Данные свечки вы точно будут без подделки. Так, ну что, давайте посмотрим, что у нас из себя представляет масло Роснефть. Открываем и смотрим. Так, у Роснефти тоже имеется защитная пломба. Это плюс. Берем ножичек и ее вскрываем. Так. Так, понюхаю масло. Масло пахнет. Ну, запах присутствует. Так, понюхаю маслице. Ну, запах есть. Но он не противный. Масло красного цвета. Очень похоже на Газпром по запаху. Самый приятный запах получается у Лукойла. Газпром и Роснефть примерно одинаково пахнут. Самый вонючий это Люкс. Так, на вкус Роснефть пробовать не буду. Я вчера и так наелся масла. Уже хватит, наверное. Так, вся лодка уже в масле, язык весь в масле. Так, давайте набирать. Наберем 100 миллилитров. Так, ну вот, 100 миллилитров. Весь в масле. Что делать, блядь? Давайте пока сравним три свечки, которые у нас получились. Так, вот это Лукойл. Вот это Лукойл. Вот это Люкс. Люкс чуть погрязнее будет. А это Газпром. По ощущению, Газпром вообще самая чистая свеча. На самом деле Газпром самая чистая получается свеча. Лукойл на втором месте, а Люкс на третьем. Так, масло Роснефть. Смесь более жирная, 1,25.
выхлоп. Но выхлоп достаточно едкий. По ощущению даже сильнее пахнет, чем «Газпром». Также на воде присутствуют разводы. Давайте попробуем. Вот так вот. Отлично лодка едет по волне. Пока вот мне больше всего нравится «Лукойл» и «Газпром». По ощущению «Роснефть» и «Люкс» чуть-чуточку похуже. Посмотрим, что у нас покажут свечки. Лодка флагман ДК 390 игла. Просто супер лодка. На Тахасу 9,8 тянет кучу груза. Данную лодочку вы можете купить со скидкой. Так, вот это «Лукойл». Так. Вот это «Люксойл». Свечка погрязнее. Это «Газпром». А это «Роснефть». В общем, получается, самая чистая свеча это «Газпром» и «Роснефть». На третьем месте у нас «Лукойл», а «Люкс» получается самый слабый. Получается, «Газпром» дает самый меньший нагар. Так, вот мы видим свечка от масла «Роснефть». Свечка от масла «Газпром». Вот она по ощущению самая чистая. Свечка от масла «Люкс» супер. Она самая грязная. И «Лукойл». Вот «Лукойл» с «Роснефтью» очень-очень близкий нагар. «Лукойл», мне кажется, чуть-чуть побольше нагар, чем на «Роснефти». На «Роснефти» чуть-чуть поменьше. Кстати, «Лукойл» мне понравился больше всего по выхлопу. И само масло «Лукойл» практически никак не пахнет. Единственный минус «Лукойла» то, что масло никак не подкрашено, оно прозрачное. По дымности я не могу выделить какого-то лидера. Вот по запаху мне показалось, что «Лукойл» воняет меньше всего. «Роснефть» и «Газпром» примерно одинаковые. Вот «Люкс» мне показалось чуточку сильнее пахнет. Также повторюсь, смесь я использовал достаточно жирную, 1 к 25, чтобы сильнее можно было уловить разницу в дымности и в нагаре. Потому что если бы я делал смесь 1 к 50, я думаю, что нагара вообще никакого бы не было. Все масла хорошие, разница между ними очень небольшая. Ну, допустим, по выхлопу мне больше всего понравился «Лукойл». По запаху выхлопа. «Газпром» и «Роснефть» более-менее... они похожи, но «Люкс» немножечко посильнее пахнет. Все это мои субъективные ощущения. По нагару самый чистый получается «Газпром». У него первое место. На втором месте «Роснефть». На третьем месте по нагару идет «Лукойл». И на четвертом месте «Люкс». Супер. Но вот по запаху мне больше всего нравится «Лукойл». Вот такие вот получились результаты. Все, всем спасибо за внимание. Ставим лайки и подписываемся на канал. Дальше ждите следующую часть. Будем тестировать уже масла средней ценовой группы.